старой железяке далеко не улетишь, на старой железяке далеко не уплывешь. Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки, вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Самый Бинго, 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 Бинго. Наука штука хитрая, мозги прокипятишь. Наука штука крепкая, все зубы обдерешь. Хорош сидеть во мраке и ворочать железяки, вся жизнь твоя изменится, как только подберешь. Самый Бинго, 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 Бинго. Тот самый Бинго, Бинго, Бинго. Тот самый Бинго, 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 Бинго. Это все не то. А вот это может оказаться полезным. Ну-ка, ну-ка. Чем занят? Хочу написать Савунье четверостишие к юбилею. Вот восполняю пробелы в принципах построения стиха. Все никак не могу выбрать, каким размером писать. Дактилическим тетраметром или трахеическим диметром. Брось ты это дело. За стихи на мероприятии отвечает Бараш. Он уже придумал прекрасную рифму. Савунья полнолуние. А ты у нас назначаешься ответственным за салют. Но, простите, я ничего не понимаю в фейерверках. У меня нет времени на подготовку. Не кокетничай. Уверен, с твоим жизненным опытом и знаниями ты все состряпаешь в наилучшем виде. Извините, что отрываю. Ну? Тут такое дело. Меня назначили главным по фейерверку. Поздравляю. Спасибо. Проблема в том, что я абсолютный профан в этом вопросе. Но все же должно быть красиво, в наилучшем виде. А я даже не знаю, с чего начать. Это катастрофа. Друг мой творческий, выручайте. Фейерверк, говоришь? Фейерверк — это красиво. Это свет, рождающийся в темноте. Это... Точно! Прежде всего, мне нужно выяснить, как рождается свет. Понять его природу. Спасибо! Я выяснил, что такое свет. Вижу, вам тоже не терпится узнать. Оказывается, солнечный свет или свет настольной лампы — это электромагнитные волны. Мы улавливаем их при помощи рецепторов в сетчатке нашего глаза и таким образом получаем информацию об окружающем мире. Видимый цвет луча света зависит от частоты волны и может меняться от фиолетового до красного. Удивительно, но, казалось бы, самый простой белый луч на самом деле состоит из электромагнитных волн нескольких частот, то есть из лучей всех видимых цветов. В этом легко убедиться, если пропустить его через стеклянную призму. Этот же эффект мы можем наблюдать после дождя, когда лучи солнца преломляются в капельках воды, не успевших упасть. Так появляется радуга. Запомнить расположение цветов в радуге очень легко. Достаточно выучить поговорку, в которой первая буква каждого слова обозначает соответствующий цвет. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Правда, здорово? Ага, Лосяш, а ты это все сейчас к чему?
Что же здесь непонятного? Я ведь назначен главным по фейерверку. И теперь я знаю, что заставляет быть все эти фейерверковые взрывы такими разноцветными. Электромагнитные волны различной частоты. А как получить все эти разноцветные взрывы? Но это же очевидно. Достаточно... А ведь действительно, как? Ну как, подготовочка? Впрочем, зачем я спрашиваю? Если за дело берется лосяш, все будет превосходно. Я... почти. Мне нужно еще время. Еще немножечко. Даже не знают, чем тебе помочь. Понятия не имеют, как работает фейерверк. Загадка такая есть. Ни бум-бум. Потом как бубумкнет. Потом бумбульки, бубульки, бубульки. И опять ни бум-бум. Отгадка — фейерверк. Слышал уже, небось. Фейерверк? Это когда вот так вот дыщ, а потом пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух. У меня получилось! Получилось в наилучшем виде! Во-первых, это у меня получилось. Во-вторых, это все вам просто снится. Простите, а вы кто? И почему вы мне снитесь? Я датский физик Нильс Бор. Вы хотите сделать фейерверк, а я как раз получить Нобелевскую премию за исследование атомных излучений. Коллега, очень приятно. Но при чем здесь фейерверк? Попробуйте докататься. Что вы знаете об атоме? Атом состоит из ядра и электронов, которые обращаются вокруг него по орбитам, как планеты вокруг Солнца. А может ли атом стать источником света? Конечно, может. Когда атом получает дополнительную энергию, часть ее получает электрон и перепрыгивает на более высокую орбиту. Но продержаться ему там удается совсем недолго. Через несколько мгновений электрон возвращается обратно, а лишнюю энергию отдает в виде электромагнитной волны. Все верно. А какого цвета будет волна, которую излучает электрон? Это зависит от вещества. Ведь у атомов разных веществ электроны находятся на разных орбитах. И... ну, конечно же! Я понял!
Таким образом, разные атомы светятся по-разному. Если поджечь соли стронция и лития, получится красная вспышка. Желтым вспыхивают соли натрия, зеленым – соли бария, синим – соли меди, а белым – пудра титана или алюминия. Эти свойства и используются для того, чтобы создавать красочные фейерверки, чудесные фейерверки, совершенно невероятные фейерверки. Собственно, это и есть мой салют. Видите ли, фейерверк был изобретен еще в XII веке. Затем были сотни лет усовершенствований и оттачивания искусства. Теперь я знаю, как его сделать. Обещаю, что уже к следующему юбилею Савуньи все будет в наилучшем... Лосяш! Ты же назначен главным по салюту. Почему я должен таскать за тебя инвентарь? Держи. А теперь приготовились. Праздничный залп в честь нашей именинницы. От нашего Лосяша в фирменном, наилучшем виде. Дерни за веревочку. Какая прелесть! Настоящий космический салют в мою честь! Спасибо вам, дорогие мои! Это все, что требовалось для праздника? Сотни лет оттачивания искусства. Феноменально. Дружище, твоя проблема в том, что ты все всегда усложняешь. Будь проще. Но ведь если что-то делать, то в наилучшем, как говорится, виде. А для этого нужна подготовка, время. Чтобы что-то делать, нужно просто делать. Пойдем-ка лучше потанцуем. Бросьте, я абсолютно не умею танцевать. Это же древнейшее искусство, требующее... Хотя, какого фейерверка я опять все усложняю? Великий датский ученый Нильс Бор получил Нобелевскую премию по физике в 1922 году за исследование связей между структурой атома и его излучением.